Всем привет, это Стас, и несмотря на то, что ничего еще не готово, я все-таки начинаю новый эксперимент над зелеными человекоподобными огурцами. И как понятно из меню, планета, на которой он будет проводиться, это уже не Кербин, а Гейл, это планета из Солнечной системы Галилео. И что же, третий сезон или второй сезон с модами, конечно, должен продолжать традиции предыдущего такого сезона, так что меньше модов в нем не стало. И памяти для этого требуется не меньше, а даже больше, и на протяжении всего сезона мы будем бороться с этим. Также это не будет похоже на то, к чему мы привыкли в КСП в плане того, насколько достижим космос, потому что в основе всего этого модпака, который пока еще не будет опубликован полностью, лежит мое извращенное дерево технологий и ряд других модов, которые, в общем-то, полеты к далеким планетам не приближают, а даже отдаляют, но только в самом начале. И так это будет карьера, и мы сразу поставим сложность на сложную, потому что я хочу в итоге прийти к балансу, который можно пройти и на высокой сложности. У нас будет очень странная иконка, которая будет называться Research and Development. И вот они, настройки сложности, и что сразу переключаемся на сложную сложность. Включаем Quick Loading, он нам пригодится для разных вещей. Но я не буду включать Low Reverting Flights. Не буду включать респаун тех, кто погиб. Вместо этого мы включим... Что же мы включим? Возможность использования готовых крафтов. Причем это не значит, что мы будем использовать готовые крафты из самой игры. Это значит, что мы будем сами делать крафты, которые будут для нас потом готовыми, чтобы мы на их основе могли создавать, не изменяя их, другие крафты. Также в продвинутых настройках сложности я включу ограничения по давлению и перегрузке для частей. Это мы тоже будем тестировать и настраивать. И включим также ограничения по перегрузкам для космонавтов. Мы будем их теперь называть космонавтами. Потому что называть их кейлнавтами как-то не очень удобно. Дальше у нас есть мод контракт-конфигуратор, для которого есть некоторые паки контрактов, которые тоже не очень хорошо иногда подходят к этой планете, поэтому мы будем их стараться исправлять. И из стоковых контрактов я выключу парт-тест, потому что я не очень люблю эти контракты и выполнять их не собираюсь все равно. Остальные моды мы трогать на настройки не будем, разве что можно пройти и отключить использование стокового лаунчера, то есть панели с иконками, где можно. И мы пойдем до мода Kerbal Constructs и включим здесь Ground Station с Remote Tech. И включим то, что базы будут открываться только если мы на них прилетели и сели. Потому что мне кажется, что так будет реалистичнее и похардкорнее. Также, наверное, отключим Stock.com.net, потому что мы ее использовать не будем. И надеюсь, что вот такие настройки у нас пойдут. Ну что, наверное, начнем. Что еще важно заметить, что сам сейф у меня будет, скорее всего, храниться в гите, и я его буду выкладывать на гитхабе, точно так же будет выкладываться модпак, и разработка модпака будет продолжаться по мере съемок, потому что я как бы уже не могу больше терпеть то, что мне приходится десятки раз перезапускать карьеру, пробовать заново, исправлять там баги, снова разрабатывать какие-то крафты, потом все это выбрасывать и по новой, это очень-очень сложно. И вот мы наконец-то открыли нашу карьеру, и здесь у нас куча вопросов, как же быть, как же жить, да? И для Remote Tech все настройки, наверное, будут по умолчанию. И сигнал delay у нас будет, что, наверное, для нас не будет страшным. Upgradable antennas, все, что есть, все нужно, читы не включаем. Окей. Дальше, Kerbal Construction Time нас спрашивает, что же делать. Нужно, наверное, потратить все наши очки апгрейда на апгрейд ровно двух вещей. Это и здание вертикальной сборки,
куда мы потратим 8 очков. И еще 8 очков потратим на ангар. Вот так. Дальше Extraplanetary Launchpad спрашивает, что делать. Наверное, настроим так, что будем разрешать делать вот это. То есть создавать уведомления в будильнике нашем и использовать вот эту вот панель. Она меньше места занимает. Тут и так очень много иконок. Вот так-то. Окей. Ну и нас приветствует Ген Керман. Хотя на самом деле он немножко нас обманывает, потому что на самом деле Джин Гейлин. Не знаю, правильно, наверное, все-таки Гейлин. И Chaos. Chaos нужно настроить так, чтобы он работал с Remote Tech. Я надеюсь, что глючить он не будет, хотя во время тестирования всего этого он глючил по-страшному. И в космическом центре Гейла сейчас ночь. И что это за место? Как оно появилось? Почему космический центр на этой планете могли расположить на острове? И это, кстати, не единственный космический центр на острове. Как это место появилось? И это все загадки, ответы на которые нам нужно еще найти. И стоит лишь заметить, что некий частный инвестор потратил все свои деньги, которые он зарабатывал всю жизнь до этого, чтобы купить этот остров, и теперь у него осталось лишь 10 тысяч кредитов. И, конечно, на планете есть другие космические центры, и, возможно, даже какие-то еще сооружения, мы будем их находить, а, возможно, даже будем строить новые сооружения. Но пока у местной команды не очень опытных, но очень целеустремленных гейлян есть только это. И им нужно зарабатывать, поэтому нужно начать с первых контрактов. И, конечно, они пока не могут сделать много чего, но есть то, что они могут сделать точно. Это они могут доказать, что они могут использовать свои навыки для получения научных результатов, научных экспериментов. Да, дальше они могут что-то запустить. Наверное, они могут все-таки что-то построить и запустить, это я уверен. И следующее, что они могут сделать, это, наверное, они походят все-таки по острову, потому что, космический центр там уже раньше был, и его не строили здесь прямо сейчас, он был давно, и хотелось бы все-таки проверить, что нигде не осталось никаких химических загрязнений, а может быть даже радиоактивных, от деятельности предыдущих хозяев. Вот так. И больше контрактов мы пока взять не можем, потому что нам не очень доверяют. Мы не факт, что справимся со всей этой работой. Это все-таки сложная вещь. Ну и теперь они должны разработать и собрать первый вариант устройства, которое позволит им передвигаться по поверхности и выполнить задачу измерений как можно быстрее. И сборка, конечно, этого аппарата займет некоторое время, которое мы будем пропускать. А саму разработку вы будете смотреть отдельно, если у вас будет такое желание. Такой я эксперимент проведу. И пока Боберт Келлиан ездит и собирает данные, расскажу немножко о планах. Также экспериментом будет являться заранее составленный план миссии и прочая бюрократия, потому что без плана миссии и четко поставленных целей миссии проектировать подходящие крафты не очень хорошо. Кроме того, у нас точно будут миссии, которые будут выполняться параллельно, причем некоторые миссии будут длиться годами, так что план будет позволять нам помнить, зачем мы ее вообще запустили. И при этом нам нужно будет на собственном опыте понять, что в этом плане должно быть и как его правильно составлять. Кроме того, наличие плана миссии позволит нам лучше и качественнее писать код для Chaos, потому что там в этом плане будет написано, что должна делать программа. Также нам нужен будет план для проектирования и тестирования крафтов. В плане должно будет написано, что в крафте должно быть для соответствия нашим стандартам. Ну и, конечно, нам нужно придумать кодировку имен крафтов, чтобы их можно было проще искать, классифицировать. В принципе, такая уже схема есть, и она будет проходить тестирование в процессе. И все это будет происходить параллельно. А пока вот этот передвижной аппарат, который позволяет выполнять миссию измерения температуры, есть. Но у него нет никаких счетчиков Гейгера, спектрометров и прочего. Потому что у них просто нет таких приборов. Боберту, кроме того, не доверяют ничего более сложного, чем термометр, потому что никто не знает, может ли он вообще делать такую работу.
Также опытным путем выясняется, что вводить подобное устройство может быть сложно и что нужно как-то выяснять ситуации, в которых устройство становится небезопасным, кроме очевидных, вроде столкновения со стеной на большой скорости. Этот, если можно так сказать, автомобиль собран из всего, что было уже где-то здесь, на территории этого острова. В частности, стоит отметить вот этот дизель-генератор, обычную бочку с топливом для него, и в общем все довольно кустарно. Но это было необходимо, чтобы запитать радиопередатчик и электромоторы в колесах, потому что колеса приводятся в движение именно через электричество. Так что это дизель-электрический автомобиль. Так уж вышло, что имея то, что у них было, проще всего и быстрее всего было сделать именно такой. И какие вообще планы у этой космической программы? В общем-то и самой программы пока нет, но инвестор поставил перед собой цель сделать местную цивилизацию мультипланетной, вы понимаете. То есть колонизовать хотя бы еще одну планету. Но как достичь такого этапа, если местные аборигены разучились даже толком летать в воздухе? Так что пока непонятно. В процессе совершения такой попытки они откроют и создадут много всего, а мы будем им помогать и разбираться, как же все устроено. И как так получилось, что они все-таки разучились летать? Эта история начинается еще в прошлом сезоне, когда загадочные инопланетяне поведали о потере связи с одной из колоний, и они потеряли связь именно с этой системой. Итак, миссия выполнена, температура измерена, все подтверждено заказчиком. Боберт возвращается на место старта самостоятельно, потому что его спасение в миссии не было запланировано. И, конечно, награды тоже получены, что очень хорошо, потому что теперь можно искать новые заказы, одним из которых будет повторное измерение, теперь уже поведение загадочной жижи. Что скажет об окружающей среде несколько больше, чем просто температура, по мнению Гильян. А вторым контрактом будет попытка, используя древние знания о полете, все-таки подняться в воздух. Пока еще не на самолете, а на планере, но это тоже хорошо. Просто, понимаете, они пока еще не поняли, как правильно сделать пропеллер. Но запуск этого всего мы увидим в следующем эпизоде, а на этом пока все.